Я нахожусь на рынке. Китайцы обычно предпочитают затариваться на рынках. Сейчас я вам все об этом рынке расскажу и все на этом рынке вам покажу. Продается сушеная рыба, как у нас когда-то на улицах. Всякая зелень. Мясо вот прямо вот так. Тут же рядом фрукты и овощи. Сплошная антисанитария. О, наличка. Столько лет я наличку не видел. В основном оплачивают QR-кодами. А вот и страж порядка. Стражи порядка здесь тоже тарятся. Есть здесь даже курицы. Смотрите. Вот такие курицы. И даже собачки. Эти спят, видимо. А этот фрукт называется Star Fruit. Фрукт звезда. Немножко кисленький и хрустящий. Мне очень нравится. Обратите внимание, большинство продавцов стоят с тележками. Угадайте почему? Некоторые из этих тележек самоходные, видите, как вот это. В случае, если приходит полиция с каким-то рейдом проверок, эти тележки быстренько разъезжаются, и в течение 10 минут на рынке никого не остается. А вот так происходит оплата. Сканируйте QR-код в печати. Набирайте количество денег. Все, оплатили. Вот так. Также на каждом углу присутствуют вот эти QR-коды. Зачем они нужны, сейчас продемонстрирую на своем телефоне. Вот, значит, делаем сканирование. Открывается приложение. В этом приложении можно увидеть последние города, в которых вы были. Я только вернулся с отпуска, поэтому здесь у меня Хайнань, Юнань, всякие другие города и провинции, в которых я был. Вот. Полиция спрашивает, покажите QR-код, где вы были. Сканируете. Вот так вот показываете. Если у вас стрелочка не зеленая, вам хана. Продавец спрашивает у моей жены: твой муж, да? Она говорит: да, муж. Учишь его китайскому? 5,5 юаней, это около 70 рублей за полкило чеснока. Посмотрите, сколько чеснока. Это все практически на земле стоит. Антисанитария, конечно, жуткая. Меня, как европейца, это сильно напрягает, но ничего с этим поделать нельзя. Вот мухи вот так вот прям. И вот люди ходят. Ничего с этим поделать нельзя, поэтому всю еду приходится мыть очень тщательно. И, кстати, для тех, кому лень, продается сразу чищенный. Посмотрите. А если вам влом самому чистить, то продавец для вас почистит ваши овощи. Смотрите, какая кучка уже очисток. Но только цена отличается. Нечищенные 2 юаня за полкило. Чищенные 2,5 юаня за полкило. Вот так. Одними и те же перчатками. Есть в этих базарах что-то такое уникальное. Азиатская атмосфера. Со временем привыкаешь, это не кажется чем-то странным. Слышали сообщение? Это подтверждение оплаты. И вот мусорка прямо за спиной у продавца. Никаких угрызений совести. Вам что-то не нравится, просто берете прямо за спину выкидываете. И вот на земле все валяется вот так, как я уже сказал. Ну, приходится все очень тщательно мыть. Let's go. Yeah, 23 yuan. 23, okay. And the veggie is 3.3 yuan. Okay.
А в некоторых магазинах даже продаются вот такие вот мальки. Посмотрите. Не прелесть ли? Столько разновидностей зелени, сколько здесь, больше нигде в мире я никогда не видел. Посмотрите, сколько разновидностей зелени. Все разные виды капусты, какая-то листва, горох, стебли, листва. Все это люди едят здесь. А это ужас электрика. Посмотрите. Это же кошмар какой-то. Смотрите, улитка притаилась. Иди гуляй. Хотя зачем выкинул? Это же белок, да? Я как европеец, когда вижу что-то понятное, простое, сразу радуюсь, хочется купить. Знаете, почем здесь помидоры? 3,5 юаня за полкило. Они здесь измеряют джинями, это полкило. Выходит около 50 рублей за полкило или сотня за килограмм. Еще есть одна неприятная лично мне, но нормальная для Китая вещь. Называется пекинская рубашка. Я не знаю, почему ее так назвали, но здесь принято нормально вот так вот разгуливать с оголенным пузом. Да не только с голым пузом. Здесь вообще, в принципе, нормально ходить по улице и даже на рынке стоять без одежды, без верхней одежды. На рынке также можно купить и выпечку. Вот есть сосиски в тесте. Вот в этих кастрюльках китайский аналог пельменей. Есть еще всякие пирожки, лаваши. Очень вкусно. Ну, что бы вы себе купили на этом рынке? Сколько бы вы здесь продержались, если бы попали сюда впервые? Пишите в комментариях, что думаете про качество съемки. С вами был Марк. Записывали на Xperia 1 Mark III. До свидания.